И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Уже выходит 4-е обновление CS2 на этой неделе, которое весит чуть больше 1 гигабайта. И в данном ролике мы разберем его и поговорим о картах мастерской, что забыли вернуть разработчики и, возможно, будущий косметический контент. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Многие, наверное, не знают, но мой самый любимый момент в игре — это разминирование бомбы. То самое чувство, когда еще пара секунд и вот-вот напряжение спадет. А теперь представь, что за это еще и дают призы. На сайте Epic Drop появилась бесплатная мини-игра, в которой можно разрезать проводки и получать различные плюшки. Каждый час вы можете забрать диффуза, либо же получить дополнительные по промокоду. И испытать свою удачу и выиграть кейсы, скины, промокоды и многое другое. При том, что если вы наберете 20 побед, сможете получить геройский кейс на халяву. И думаешь, халява на этом закончилась? Лови еще 100% скидку на их новую операцию, которую получишь абсолютно бесплатно вместо 600 рублей. И в ней как раз таки на 15-м квесте ты можешь получить перчатки или тайное АВП. Ну а на 60-м задании заберешь кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Всю эту чудесную халяву я оставил в описании под роликом, так же как и промокод на 15% к пополнению. Так что не теряй времени и го получать призы, разминируя бомбу на Epic Drop. Ну что же, разработчики с момента релиза уже какую неделю по счету работают почти на износ. Как минимум у нас выходит 3-4 обновления в неделю, что раньше нам и во влажных снах и не снилось во времена старушки CSGO. И все мы, конечно же, прекрасно понимаем, почему так происходит. Игра недоделана. Но давайте вернемся к нашему обновлению, и я постараюсь задеть только важные вещи. Разработчики внесли различные улучшения на такие карты, как Nuke, Vertigo, Anubis и Overpass. И в очередной раз не поделились, что конкретно они там навертели. Но, по крайней мере, нам известно, почему обновления так много весят. Далее же исправили случай, когда вы делали скриншоты или же записывали видео, вместо воды была черная текстура. Ну и, наконец, обладателям графических чипсетов AMD обновили драйвера, при которых теперь компиляция при загрузке на сервер не должна сбоить. Ну а далее по мелочи. Исправлен случай, когда при задержке кнопки анимация отменялся бросок гранаты. Также разработчики улучшили оптимизацию при воспроизведении анимации. Поправили анимацию прорисовки на М-ке с глушителем и без нее. Ну а также поправили голосование на поражение. Теперь для принятия решения требуется больше голосов. Исправили ошибку, при которой игроки могли спамить в чате на выборе карт премьер-режима. Ну и конечно же исправили случай, когда кикнутый игрок получал максимальный штраф КС рейтинга. Последнее, о чем нам сообщают разработчики в своем списке изменений, это то, что наконец-таки убрали капсулы Парижа. Хотя, если вы тщательно следите за новостями или подписаны на мой телеграм-канал, то знаете, что их убрали еще вчера. Что очень сильно наводит на мысль. Проблема в том, что если судить по последним годам CSGO, то предметы мажора они держали до самого последнего конца. Чуть ли не до следующего мажора. Тем самым капсулы сменялись с одних на других. Ну а сейчас, как вы знаете, в ближайшие месяцы вроде как не планируется никакого мажора. Но чувствую, заполнить эту пустоту чем-нибудь в игре обязательно нужно. И это может быть все что угодно. Либо новенький кейсик, который очень сильно запоздал, или еще какая-нибудь пачка с наклейками и так далее. И понятное дело, наверняка мы знать не можем. Однако, если вы смотрели мои ролики, то знаете, что в файлах игры нас ждут два новеньких ножа, которые еще не вышли в игре. Это Кукри и Twin Blade. Кстати, занимательный факт. На релизе игры обновились все иконки оружия и даже иконка для ножа Кукри. А вот Twin Blade чудесным образом пропал. Так что либо это интриги расследования, либо они банально забыли. А самое забавное, что не только это они забыли. Если вы присмотритесь во вкладку «Играть», то там явно чего-то не хватает. А конкретно, если вы переключаетесь с официальных серверов на тренировку, с момента релиза игры вдруг
вдруг пропала ячейка выбора сложности ботов. И я догадываюсь, что разработчики могут, как и в прошлые разы, сказать что-то наподобие «Воу, эта вкладка уже не работала и все в таком духе, поэтому мы ее убрали». Но прикол в том, что ее на самом деле никто не убирал, и она по-прежнему в коде меню. Видимо, произошел какой-то баг, и она перестала тупо появляться. Однако, если прописать правильное значение в код панорамы, то она вновь появится. И да, она полностью рабочая. Так что, Valve, пофиксите, пожалуйста, ее очень не хватает. Ну и наконец-таки давайте поговорим о картах мастерской. Какой уже по счету ролик я выпускаю, кто-нибудь да спросит в комментариях, когда добавит возможность играть в карты мастерской. Понятное дело, прямых ответов у меня нет. Но в игре уже есть проработанная вкладка для мастерской, и она, к сожалению, скрыта. И я пробовал добавить какие-нибудь карты и попытался их запустить. Но, понятное дело, у меня ничего не вышло. И проблема не в том, что вкладка не работает. Она как раз таки работает нормально и даже реагирует на подписку той или иной карты. Но, увы и ах, CS2 просто не качает их. Короче, тут уж точно все спорно, но главное, что вам нужно знать, это то, что у нас уже есть вменяемый хаммер, чтобы делать классные карты. У нас также есть в скрытом меню вполне рабочая вкладка мастерской, но непонятно, почему разработчики так тянут. Но что-то мне подсказывает, ждать мы будем недолго. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!